Аджман Free Zone. 14-й выпуск видеопроекта «Вверх». Погнали! Фризона Аджман – очень уютная бизнес-комьюнити, всего в 30 минутах езды от Дубая, ни капли не отстающая по внедрению инноваций. 3 года назад мой российский и казахстанский офисы Uppercase стали официальным представителем этой фризоны. Теперь, не выезжая из страны, вы можете открыть себе компанию в Эмиратах. Фризона сильно преобразилась за последний год. Здесь и цифровая автоматизация по открытию компаний, и служба одного окна, где в одном месте вам откроют банковский счет и страховки, круглосуточная поддержка бизнеса и, что самое важное и главное, это 100% владение компанией для иностранцев. АФЗ позволяет размещать у себя такие индустрии, как ресторанный бизнес, автомобильный, здоровье и красота, медиа, строительство, агропромышленность, образование, нефтегазовые сферы, текстиль и торговлю. Здесь к вашим услугам будут предоставлены площади в 4 разных торговых центрах. Морской порт, офисы. Складские и производственные помещения раскиданы по всему Эмирату. Все это возможно тут. Вишенкой на торте в этой фризоне пакет «Пионер» для предпринимателей, которым от 20 до 30 лет. Стоимость лицензии обойдется всего в 5000 дирхам. Такого предложения я еще нигде не видел. Инновации здесь повсюду. При входе нас встречает робот. Здесь целый отдел по обработке заявок клиентов. Об этом я расскажу позже. Но, как всегда, вы знаете, мы заходим в самые главные двери, задаем вопросы самым главным людям. Мы ценим ваше время. Зададим всего 3 вопроса. Пойдемте за мной. За день до съемки произошло историческое событие для ОАЭ. Эмиратский зонд «Надежда» успешно достиг Марса, представляете? Эмираты стали 5-й страной в мире, отправившей космические аппараты на Марс после СССР, Китая, Индии и Европейского космического агентства. Напомню, что стране всего 50 лет, а они уже в космос летают. И вы меня еще спрашиваете, почему я выбрал эту страну для жизни и ведения бизнеса. Hello, Miss Bashar. Hi. Поздравляю вас с высадкой на Марсе. Это грандиозное событие, которое точно войдет в историю. Я вот добрался до вас, чтобы задать вам вопросы о вашей фризоне. Thank you very Огромное much. спасибо. Thank you. Мы можем пройти на интервью. Мисс Башар, начнем интервью из самого главного вопроса. Для каких видов деятельности существует ваша фризона? Какие компании здесь в первую очередь открываются? Ajman Free Zone covered a wide. Фризона Аджман охватывает множество секторов для удовлетворения потребностей наших инвесторов и клиентов. Вместе с различными отраслями Фризона Аджман предоставляет необходимые помещения, инфраструктуру, регламенты в зависимости от типа отрасли. Можно сказать, мы создаем идеальную среду для ведения бизнеса. Некоторые из секторов – это пищевая промышленность, автомобильная, красота и здоровье, различные медиаиндустрии и морские компании. Некоторые секторы торговли, такие как ювелирная и алмазная, газ и нефть, упаковка продуктов. Какие бенефиты, какие отличительные особенности, какие привилегии дает Аджман Фризон для компаний, которые в ней зарегистрированы? Диверсификация – одно из самых конкурентных преимуществ здесь, во фризоне Аджман. Диверсификация отраслей и видов деятельности может привлечь больше инвесторов для занятия бизнесом, и пока у них есть для этого отличная возможность. Также одним из главных преимуществ является служба одного окна. Наша служба одного окна предлагает все условия под одной крышей. Ты можешь сделать все физически, посетив наш офис или через онлайн-портал. Customer Service Center. Здесь приходят предприниматели и подают заявку на открытие бизнеса. Встречаются с представителями этой фризоны и решают разного рода вопросы. А здесь они показывают все свои достопримечательности. Офисное здание, центр развлечений, городок для рабочих, молл, China Mall, еще одно офисное здание и склады. Стандартный пакет для каждой фризоны. Посмотрим, как это работает здесь. Друзья, я посетил уже множество фризон, но именно эта фризона, она
небольшая, и она зацепила меня в первую очередь особым теплым отношением. Ну, я не знаю, может быть, это ко мне такое отношение, но я не думаю. Так что, если вы хотите открыть свой бизнес недорого, еще и с каким-то таким особым теплым отношением, то вам точно сюда. Ох, это конференц-рум, вероятно, с такими креслами, где ты чувствуешь себя не каким-то там предпринимателем или русским инвестором, а настоящим арабским шейхом. Ладно, почувствовал себя шейхом, пойдем дальше исследовать зону, фри-зону. Да, выглядит немного странно, я даже не представляю, смотрите. Просто какой-то мини-кабинетик за стеклом. Не представляю даже, какой бизнес здесь можно вести. Вот там, кстати, открыто. Пойдемте посмотрим и спросим, чем они тут занимаются. Thank you a lot. Девушек снимать нельзя, но я спросил. Это небольшая компания, которая оказывает услуги по менеджмент-консалтингу. Ну, видимо, здесь все такие. В общем, получая лицензию в Ajman Free Zone, ты получаешь место, ты минимальный пакет получаешь место в Coworking Space, тебе дают доступ вот к таким кабинетом по отпечатку пальца. То есть нам все двери открываются. Пойдемте. Здесь мы видим, что люди работают вместе с лицензией, и стулом тебе выдается даже компьютер. Тебе не надо, в принципе, тратиться больше ни на что. Ну, конечно, мебель такая относительно простенькая, но, в принципе, что нужно для начала бизнеса? Это такой компьютер, который запаролен. То есть с собой ты домой ты его точно не утащишь. Ну, ты можешь уже, в принципе, работать в менеджмент консалтенси и все прочее. Да. Несмотря на то, что здесь все очень скромно, но есть компьютер и есть стол, стул. Вот ребята работают, так что не будем отвлекать. Пойдемте исследовать дальше. No корона. О, Мария, вы здесь? Да. How I can open bank account in Ajman Bank? Of course, you can. Сказал, что я буду снимать для русскоязычного ютуба. Они все организовали, включая вот эту машину, на которой сейчас мы поедем инспектировать все их склады и офисы. Ну, я не знаю, не фризон, а рай какой-то. Возможно, для кого-то это будет сюрприз, но в Эмиратах тоже есть вот такие китайские рынки, аналог Черкизона. Ну, почему бы и нет, если есть спрос, значит, будет предложение. Китайцы делают, в принципе, все, что продается в нашем мире. Но я думаю, внутрь заглядывать смысла нет, потому что каждый из вас уже видел, как выглядят подобные рынки изнутри в своей стране. Поехали дальше. В Эмиратах снимать профессиональной видеокамерой запрещено. Вот этот вид за моей спиной стоил мне 3 месяцев переговоров. Сейчас рядом со мной стоит охранник, который, вероятно, следит, чтобы я не спрыгнул. И все это для вас, для моих самых любимых и дорогих подписчиков. Я поднялся на эту крышу для того, чтобы показать вам всю территорию Аджмана. Она, кстати, не такая большая, всего 256 квадратных километров. Это, например, меньше, чем город Оренбург в России. Слева от меня насыпные острова. Портовые услуги в Аджмане занимают примерно 20% от всех портовых услуг в Эмиратах. Складские помещения, часть из которых принадлежат фризоне. Жилые массивы, в общем, весь Эмират Аджман на ладони. Так что смотрите и наслаждайтесь. Много ли русских компаний в Ajman Free Zone и какое отношение вообще вот к русским инвесторам? Ajman Free Zone hosts more. Во фризоне Аджман сейчас зарегистрировано более 9000 компаний и инвесторов из 145 стран мира. Здесь все получают первоклассные услуги, прозрачные решения и процессы с интегрированными пакетами и стимулом для роста. Более 1500 компаний из России и стран Содружества зарегистрированы во фризоне Аджман. Они вовлечены во все наши мероприятия и различные коммуникации, все из различных отраслей.
Это торговля, пищевая промышленность, автомобильное, строительство, текстильное, химическое и многие другие. many more. Для нас русскоговорящие партнеры очень стратегические, и мы, конечно же, заинтересованы в привлечении большего количества русскоговорящих инвесторов. И будем рады, если русскоговорящие инвесторы станут частью нашего бизнес-комьюнити. Насколько я знаю, вы путешествовали в Россию как турист. Расскажите свои ощущения, как вам вообще страна понравилась? It was Это было одно из моих лучших путешествий и направлений. Нам очень понравилось в Санкт-Петербурге. В ближайшем будущем планируем посетить и другие города. Спасибо большое за интервью. Надеюсь, что в ближайшем будущем русскоязычные предприниматели нахлынут в вашу фризону, потому что я вижу, вы здесь провели такую грандиозную инновацию. Я был здесь последний раз год назад. То, что я видел тогда и сейчас, кардинально отличается. Поэтому желаю вам удачи в привлечении инвесторов. А мы со своей стороны будем дальше вещать о вашей фризоне. Огромное спасибо и вам тоже. Здесь чувак занимается маркетингом, и у него в кабинете все для этого. 3D-принтер, прибор какой-то для нанесения там, картинок, да, на майку. Еще много-много всего. Фотостудия мини. Ну, молодец, чувак. Все делает сам, ни у кого ничего не заказывает. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Но если вам не подходит coworking space, и вы набрали уже сотрудников офисных, то легко можно арендовать вот такое вот большое пространство, рассадить всех ваших сотрудников как вам угодно. И да, кстати, офисы здесь раза в 3, наверное, дешевле, чем в том же Дубае. Но зато вы получаете вот такой вот вид на весь Аджман. Как всегда мы с вами представим, что у вас небольшой магазинчик внизу, и вы продаете, например, корейскую косметику. Вы прошлись в магазин, поднялись, вот такой coworking space. Здесь, в принципе, все нужно, чтобы вести какую-то такую офисную работу, обработку заявок, прием, я не знаю, продавцов, собеседования. Пришел, сел, поработал за компьютером. Да, мебель, конечно, такая дешевенькая, но опять же, все это бесплатно и входит в минимальную стоимость, поэтому, если вам нужен бюджетный вариант, вам точно сюда. Да? Компьютер бесплатный, стул, стол, все входит, и вот такое пространство, где вы можете встречаться с партнерами или с работниками, тоже входит в стоимость лицензии. Это красивая локация, здесь обитают розовые фламинго и мангровые заросли. Это отличная локация, чтобы подвести итоги сегодняшнего выпуска. Итак, сегодня я показал вам Эмират Аджман, который находится в 30 минутах езды от Дубая. Показал вам фризону Аджман, которая относительно недорогая, удобная, постоянно развивающаяся и дающая некие преимущества для малого бизнеса, для стартапов, для фрилансеров. Надеюсь, этот выпуск всем зашел. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте, что в следующий вторник по традиции новый выпуск на канале Вверх. Пока!